Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И в этом видео мастер-классе я хочу связать овальную корзинку, небольшую такую овальную корзиночку из одного мотка пряжи. На самом деле этот видео мастер-класс я готовила не одна. Я готовила его вместе с Миленой. У нее канал называется Mrs. Owola Handmade. На своем канале она вяжет крючком игрушки амигуруми. И в комплект к моей корзиночке Милена связала вот такого хорошенького, миленького, пушистого барашка. Ссылку на ее канал я оставлю внизу под этим видео. И ссылку на барашка тоже оставлю внизу под этим видео. Переходите по ссылке и передавайте привет от меня. То, как смотрится вместе моя корзиночка и этот барашек, вы сможете посмотреть в конце видео. И давайте начинать вязание. Для вязания я буду использовать трикотажную пряжу Бисквит. Вот ее характеристики. Цвет дыня. И также мне потребуется 2 крючка номер 8. У меня будет овальное донышко. И вязать это донышко я буду методом бесшовного вязания хвостиком. Откладываю, наверное, сантиметров 50-60. Беру 1 крючок и начинаю делать наборный ряд. Но наборный ряд я буду делать не совсем обычный. Чаще всего делают просто цепочку из воздушных петель. Я буду делать антидырочный наборный ряд. Это второй вариант моего антидырочного наборного ряда. И в данном варианте я буду делать айкорд. Делаю 1 петлю на крючке, добавляю 2 петлю на этот же крючок рабочей ниткой. Сбрасываю 1 петлю с первого крючка и перевожу ее на второй. Вот так должно получиться. Подхватываю крючком в правой руке рабочую нитку, провязываю, меняю крючки в руках, подхватываю опять крючком справа рабочую нитку, провязываю. Таким образом мы связали одно звено айкорда. Меняю крючки в руках, снова провязываю правым крючком. Меняю крючки в руках и снова провязываю правым крючком. Мы связали второе звено айкорда. Меняю. И снова меняю. Третье звено айкорда готово. Звено айкорда состоит из 2 петель, которые мы делаем каждым крючком. 1 и 2. 4 звено готово. 1 и 2. 5 звено. 1 и 2. 6 звено айкорда готово, и на этом я остановлюсь. У меня набрано сейчас 6 звеньев айкорда. Перевожу дальше петли на 1 крючок, на правый крючок, и провязываю 2 петли вместе. Вот эта точка будет у меня точкой, откуда будет делаться полукруг. И вот будет точка, откуда будет делаться полукруг второй. И дальше начинаю уже первый ряд овала. Делаю воздушную петлю подъема на первый ряд. В эту же точку вставляю крючок, делаю первый столбик. В полукруге, я напоминаю, делается в первом ряду 3 петли в одну точку. Но 3-ю петлю я доделаю, когда буду завершать этот ряд. Затем прохожусь вдоль звеньев айкорда, вставляю крючок прямо насквозь. Вот так. Прохожусь столбиками в раскол. 1. 2. 3. 4.
5. И 6 делаю вот сюда. Это будет вторая точка, вокруг которой нужно развернуться. 6. В эту же точку делаю еще 2 столбика в раскол и подхватываю хвостик. Хвостик мне нужно проложить будет вдоль вязаного ряда, чтобы он перешел вот на эту сторону. То есть хвостик прокладываю внутри своих столбиков. 1 и 2. Так, 3 петли в одну точку я сделала. И дальше в противоположную сторону опять вяжу столбики в раскол. Крючок вставляю в те же самые отверстия, куда вставляла до этого, чтобы они просто выходили на противоположную сторону. Вот так. 1. 5 столбиков раскол я связала, и мне нужно доделать еще 1 столбик в раскол в первую самую точку для первого скругления. Ножку этой петли я провязываю рабочей ниткой, а шапочку провязываю хвостиком. И дальше соединяюсь. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю вот так, подхватываю хвостик, вывожу его, подтягиваю и вот сюда. 1, 2. Вывожу. Первый ряд на этом готов. Посмотрите, какой он плотный получился. Из-за того, что внутри не просто цепочка из воздушных петель, а там намного больше нитей, то столбики получаются довольно-таки пышные, и здесь вот нет отверстий. Видите, я даже тяну, совершенно никаких отверстий нет, а по воздушной цепочке получается отверстие, потому что она очень растягивается. И я перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд буду начинать вот в эту центральную точку скругления. Во втором ряду в овале в скруглениях вяжется по 2 петли в каждую точку на скруглениях. Прямая часть остается постоянной, снова 2 петли на скруглениях, снова прямая часть, и здесь закончим первое скругление. Стараюсь укладывать рабочую нитку изнанкой вверх, чтобы при провязывании она стала лицом наружу. Делаю 1 петлю, в эту же точку делаю 2 петлю, в следующую точку снова 2 столбика, 1, 2. Дальше прямая часть, 5 столбиков в раскол, по 1 в каждую точку. 1, 2, 3, 4, 5. Подхожу ко второму скруглению и здесь делаю 3 раза по 2 столбика в каждую точку. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Дальше снова прямая часть, 5 столбиков в раскол, по 1 в каждую точку. 1, 2, 3, 4, 5. И у меня еще 1 петля, она приходится на скругление. Сюда, значит, делаем 2 столбика.
стороны. Раз. И в последнем столбике делаем снова ножку рабочей ниткой, а шапочку провязываем хвостиком и соединяюсь. Второй ряд готов. Третий ряд. Каждый ряд я буду начинать в точку, из которой выходит хвостик. Вставляю опять крючок. Смотрите, эта точка приходится на скругление. Это вторая петля от начала скругления. Вот сюда вставляю крючок. Подхватываю рабочую нитку. Делаю одиночную петлю. Второй ряд будет вязаться по формуле 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля. То есть в эту точку, так как это вторая точка скругления, мне нужно сделать одну петлю. 2 петли я сделаю в конце. Итак, дальше, значит, идет 2 петли. Раз. Два. Дальше опять 1 петля. Раз. Дальше 2 петли. Раз. Два. И снова 1 петля. На этом первое скругление будет закончено. Дальше 5 петель по прямой части. Я подхожу ко второму скруглению и здесь снова продолжаю вязать по формуле 2 петли, 1 петля. Так 3 раза. Раз. Два. 1 петля теперь. Раз. Снова 2 петли. Раз. И 2. Снова 1 петля. И дальше снова 2 петли. Раз. И 2. И снова 1 петля. Второе скругление на этом закончено. И дальше снова 5 петель по прямой части в раскол. По одной в каждую точку. И у меня еще 1 петля остается от предыдущего ряда, куда нужно сделать 2 петли в этом ряду. Тем самым я доделаю первое скругление. Раз. И последняя петля. Ножку, как всегда, провязываю рабочей ниткой, шапочку провязываю хвостиком, он короткий. Вытаскиваю хвостик, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю и делаю соединение. И вот сюда. Подтягиваю хвостик. Третий ряд готов. Четвертый ряд. Снова начинаю этот ряд в точку, откуда выходит хвостик. Вот в эту петлю. Вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку, делаю первую петлю. Итак, я смотрю, я нахожусь вот здесь у скругления. В четвертом ряду формула скругления будет 2 одинарных петли и двойная петля. Сейчас я сделала одну одинарную петлю, вторую одинарную петлю я сделаю в конце ряда, то есть дальше у меня идет двойная петля. Делаю 2 петли в одну точку и продолжаю так чередовать. Раз.
и в эту же точку 2. Дальше 2 одинарных петли. Раз. И в следующую точку 2. Дальше двойная петля в эту точку. Раз. И 2. Опять 2 одинарных петли. Раз. 2. И дальше скругление заканчивается. Последняя точка скругления. Сюда я делаю двойную петлю. Раз. И 2. Дальше 5 одинарных петель по прямой части до второго скругления. Второе скругление вяжется по такой же формуле. 2 одинарных петли и 1 двойная. Повторяется 3 раза. Раз. И 2. И дальше двойная. Раз. И 2. Повторяю это еще 2 раза. Дальше опять 5 петель по прямой части. И заканчивать будем первое скругление. Первое скругление заканчивается одной одинарной петлей. Ножку, которой я делаю рабочей ниткой. Еще раз. Рабочая нитка, а шапочку провязываю хвостиком для того, чтобы сделать соединение этой петли. Вывожу, вставляю крючок, подхватываю хвостик, вывожу опять и вот сюда завожу опять хвостик. 4-й ряд на этом готов. 5-й ряд. Снова начинаю 5-й ряд в точку, откуда выходит хвостик, вот сюда. Как раз эта точка будет являться у меня началом первого скругления. 5-й ряд будет вязаться по формуле 1 одиночная петля, дальше 2 петли в одну точку и дальше 2 одиночных петли. Повторяем 3 раза. Одиночная петля, дальше 2 петли в одну точку, раз, и в эту же точку вторая петля. Дальше 2 одиночных петли, раз и 2. Повторяем это еще 2 раза, затем 5 петель по прямой части и переходим ко второму скруглению. Здесь то же самое. 1 одиночная петля, 2 петли в одну точку, 2 одиночных петли. Повторяется 3 раза и снова прямая часть из 5 петель. И здесь делаем бесшовное соединение хвостиком. 6-й ряд. Снова начинаю его в точку, откуда выходит хвостик. Делаю воздушную петлю рабочей ниткой. Подтягиваю хвостик. И смотрите, я оказываюсь сразу у первого скругления. То есть вот эта петля у меня уже приходится на прямую часть. Дальше делаю 2 петли в одну точку. Раз. И вторая петля. 2. И дальше 4 одинарных петли по одной петле в каждую точку. Повторяем это 3 раза. Затем будет прямая часть, 5 петель. Затем снова прибавка, 4 одинарных петли. Повторяю 3 раза и прямая часть. Здесь останется только 4 петли. И в конце делаем бесшовное соединение. 6-й ряд готов. Перехожу к вязанию 7-го ряда и снова начинаю этот ряд в петлю, из которой выходит хвостик. Вот он. То есть получается вот в эту точку. Да? Это опять-таки уже точка, которая приходится на прямую часть. Это вторая петля от прямой части. Итак, вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку, вывожу ее, делаю воздушную петлю. В следующую точку опять столбик в раскол одиночный. А вот дальше начинается первое скругление. И скругление в 7-м ряду будет делаться по формуле 5 одиночных петель
и 1 двойная. Повторяем 3 раза. Дальше опять будет 5 петель прямой части и снова второе скругление, 5 одиночных петель, 1 двойная, повторяем 3 раза. Закончится этот ряд 3 одиночными петлями по прямой части. 7 рядов для донышка я связала, и на этом я решила остановиться. Дальше буду делать обвязку края. Для его уплотнения я пройдусь по краю соединительными столбиками, но опять-таки не совсем обычными. Вставляю крючок под обе дужки кромочной косички, подхватываю рабочую нитку и фиксирую эту конструкцию, чтобы она никуда не делась. Беру второй крючок такого же точно номера и делаю петлю вторым крючком. Фиксируюсь в полотне, чтобы мой второй крючок не вылетел. Я буду делать уплотнительную обвязку края. Затем крючок первый, следующую косичку под обе дужки, подхватываю рабочую нитку, вывожу петлю и одну петлю провязываю через другую. Теперь уже крючок будет сам висеть на петле. Первый крючок вынимаю из полотна и делаю как бы воздушную петлю. И второй крючок будет тоже сам висеть на петле. Возвращаюсь к первому крючку, вставляю под следующую косичку, подхватываю рабочую нитку, делаю воздушную петлю. Беру другой крючок, воздушная петля. К первому крючку и прохожусь таким образом по краю своего изделия. У меня получится вот такая косичка не только по лицевой стороне, но и по изнаночной. Дальше будет ее лучше видно, я вам ее получше покажу в конце. В общем, вяжу так по периметру. Остается мне сделать одну соединительную петлю. И ее я делаю хвостиком сначала с лицевой стороны. То есть здесь подхватываю не рабочую нитку, а подхватываю хвостик. Вывожу его. Дальше крючок под первую косичку. Вот так под обе дужки вставляю. Подхватываю хвостик, вывожу его. Откладываю первый крючок. Беру второй крючок, вставляю его с изнанки на лицо и в косичку. Вот так. Снова подхватываю хвостик, вывожу его. Так, и дальше мне нужно еще соединение сделать хвостиком с изнаночной стороны. Вот так и вот так вставляю крючок с изнаночной стороны. Снова подхватываю хвостик, который теперь у меня выходит вот из этой точки. Так, вытаскиваю его. И завожу хвостик вот в эту петлю. Вот так. Подтягиваю. Все нити аккуратно подтягиваю до нужного размера. Вот так получается обвязано донышко с изнаночной стороны. И вот так вот оно получается обвязано с лицевой стороны. Дальше это изделие нужно погладить. Дальше перехожу на вязание стеночек. Стеночки будут тоже галочка в раскол. Вставляю крючок в боковую косичку и под обе дужки верхней косички. Вот так. Подхватываю рабочую нитку. Делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд. Соединять изделие буду также хвостиком. Опять в боковую косичку и под обе дужки верхней косички. Вот так. Подхватываю и провязываю.
опять в боковую косичку, в верхнюю косичку, под обе дужки верхней косички. Подхватываю. Смотрите, шапочку я подхватываю на стеночках, обычно завожу крючок справа от нити, для того, чтобы просто столбики были стройнее. При таком способе провязывания столбики меньше косят влево. Если у вас есть такая проблема, то вот используйте такой подхват. То есть ножку подхватываем традиционно, а шапочку справа. Вяжу так до конца ряда. Обратите внимание, какой плотный получается первый ряд. Обычно при стандартном обвязывании первого ряда без двойной косички вот этой вот петельки первого ряда тоже заваливаются влево. Вот можно использовать такой прием, как уплотненную обвязку донышка, для того, чтобы получить более толстый край, который потом вы будете обвязывать в первом ряду. И смотрите, какие плотные и красивые столбики получаются у меня. Предпоследний столбик в этом ряду и последний столбик в этом ряду. Ножку провязываю рабочей ниткой, шапочку провязываю хвостиком. Делаю соединение под первую горизонтальную петлю, вытаскиваю нить и с изнаночной стороны в перемычку и в последнюю петельку. Вот так. Подтягиваю петли, чтобы было ровно. И перехожу к вязанию второго ряда. Снова начинаю второй ряд в петлю, из которой выходит хвостик. Вот так. Подхватываю рабочую нитку. Делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд. И дальше вяжу в раскол обычные столбики. Без прибавок, без убавок. Шапочку снова вяжу подхватом вправо, для того, чтобы мои петли были более стройные. Продолжаю так до конца ряда. В четвертом ряду я решила немного разнообразить рисунок и буду делать его не в раскол, а за заднюю полупетлю и в раскол. Смотрите, вставляю крючок в верхнюю косичку и подхватываю еще вот эту перемычку. Подхватываю рабочую нитку, делаю первую петлю подъема. Снова в верхнюю косичку и в перемычку. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, делаю столбик без накида. В косичку. Не забывайте подхватывать перемычку, так узор будет плотнее. Просто за заднюю полупетлю будет немножко рыхло. Давайте еще раз. Получается, что по лицевой стороне моего изделия остается такая линеечка. Вяжу четвертый ряд в раскол за заднюю перемычку. Последняя петля в этом ряду. Точно так же вставляю в раскол и за заднюю перемычку. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, шапочку провязываю хвостиком. И делаю соединение. Продолжаю вязать дальше на нужную высоту, чередую 2 ряда в раскол, 1 ряд в раскол за заднюю полупетлю. Я связала 9 рядов в высоту, этого мне будет достаточно, и мне остается сделать еще последний ряд, отстрочку. Вставляю крючок в кромочную косичку, подхватываю перемычку, подхватываю рабочую нитку, вывожу ее. В следующую кромочную косичку в перемычку, опять подхватываю рабочую нитку, опять вывожу ее, одну петлю через другую, в косичку, в перемычку,
Вот так. Подхватываю и одну петлю через другую. Я подхватываю перемычку для того, чтобы у меня мой последний ряд еще не стянулся. В общем, продолжаю так до конца ряда. В конце сделаю бесшовное соединение. Последняя соединительная петля в этом ряду в косичку, в перемычку. Вот так. Подхватываю рабочую нить. Одну петлю через другую. И дальше можно уже нить обрезать. Вытаскиваю петлю где-то сантиметров на 15 и обрезаю. Делаю соединение с помощью основной нити. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую нить. Теперь она тоже короткая, вывожу ее и дальше завожу ее с изнаночной стороны в последнюю соединительную петлю, для того, чтобы косичка сомкнулась вот так. На этом моя корзиночка почти готова. Остается немножко расправить ей края, чтобы они не заваливались и не стягивались, и спрятать хвостики. Беру крючок меньшего номера, у меня это номер 5, и прячу хвостик в рядах. Вот так. Дальше можно его обрезать и для прочности подшить обычными нитками к полотну. Из остатков пряжи вот такой клубочек остался у меня, и из него я хочу сделать еще ручку для корзинки. Итак, снова беру крючок 8 мм, 2 крючка и набираю снова I-cord. Делаю одну петлю, делаю вторую петлю, перевожу вторую петлю на второй крючок, вот так. Получается вот такая конструкция. Крючком в правой руке подхватываю рабочую нитку, делаю одну петлю, поворачиваю. Крючком снова в правой руке делаю вторую петлю. Это у меня получается одно звено I-корда. И дальше считаю. Ну, точно так же, как мы набирали на донышке. Раз. Поворачиваю. 2. Второе звено I-корда. Снова раз. Поворачиваю и снова 2. Третье звено I-корда. Я набрала 25 петель I-корда, сбрасываю второй крючок, перевожу все петли на первый крючок, подтягиваю нить и начинаю вязать, как будто бы я вяжу первый ряд овала. Делаю воздушную петлю подъема. В эту же точку добавляю столбик без накида. Дальше по одному столбику без накида в каждую точку до конца I-корда. В последнюю точку I-корда я делаю 3 столбика для разворота. Раз, 2, 3. Хвостик можно подтянуть немножко. И дальше прохожусь столбиками без накидов в противоположном направлении. Хвостик буду прокладывать внутри ряда. Итак, вставляю в ту же точку, откуда выходит петля в предыдущем направлении, подхватываю рабочую нить, делаю столбик без накида. Опять в ту же самую точку, вот сюда. Хвостик, видите, внутри ряда. Вот он.
И прохожусь так до вот этого края. В последнее звено, туда, откуда выходит первая подъемная петля и первый столбик без накида, делаю еще один столбик без накида. Получается, что из этой точки выходит теперь 3 столбика без накида. Вывожу рабочую нитку и делаю соединение. И на изнаночную сторону. Дальше, если у вас осталось больше нити, чем у меня, то можно еще проложить ряд из соединительных петель по краю этой ручки. Точно так же, как мы прокладывали ряд из соединительных петель по краю корзиночки. Косичку в перемычку, подхватываю одну петлю через другую. В косичку в перемычку, одну петлю через другую. Для того, чтобы просто край ручки больше сочетался с краем корзинки. Ручку я доделала и хорошенько ее погладила. И дальше мне нужно прикрепить просто ручку к своей корзиночке. У меня вот такие остатки пряжи. Это все, что осталось от моего мотка. Вставляю нить с изнаночной стороны в ручку с помощью крючка меньшего размера, чем мы вязали. Вот так. И дальше вывожу просто эти же нити на изнаночную сторону своей корзинки. Четко по центру. Подтягиваю. И увожу хвостики просто в ряды. Кончик нити можно подшить обычными нитками, чтобы он никуда не выскочил, хотя он и так никуда не выскочит. Убрала я все хвостики на изнаночной стороне. Вот такая картиночка получилась у меня. Вот эта сторона, где происходит стык ряда. Размеры корзиночки в высоту 10 сантиметров, по донышку приблизительно 21 и в ширину приблизительно 15. Длина ручки приблизительно 29 сантиметров. Если вам понравилось это видео, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал Милены, ссылка будет внизу в инфобоксе. Спасибо за внимание, пока-пока.